Смотрим 10 рандомных дизайнов, рассказываю, что понравилось, а что нет, отмечаю, как можно улучшить. А сейчас заварить чай или кофе и давай посмотрим, что там будет дальше. Первый реф у нас — это какие-то виджеты. Если обратить внимание, они довольно приятные, я бы сказал, даже немножко B2B-шные, и это прикольно. Что первое бросается в глаза, это, конечно, для меня история 0.6. Так делать нехорошо, нолик здесь лишний, можно его убрать. И, конечно же, внизу, когда мы видим такие вещи, как внезапное время на графике с месяцами, это вызывает много вопросов. И в целом дизайнер, значит, делал очень быстро, в торопях, не очень. Что стоит заметить, наверху в шапка довольно перегружена. С одной стороны у вас есть какой-то алерт либо инфо слева для заголовка, с другой стороны View Details, который занимает довольно много места, и в целом вы всегда это можете упростить. Например, убрать букву I в блок View Details, потому что этот весь блок будет проклик, и вообще весь блок можно спрятать в какой-то символ, пускай это будет плюс, либо галочка, неважно. В целом это будет нормальное поведение, все можно будет куда-то спрятать вовнутрь. Сейчас я просто привел пример, как это может быть. На что стоит еще обратить внимание, что сам виджет разделен на 3 больших группы. Вторая и третья группа, они на самом деле отчасти связаны. И сейчас надо много времени для того, чтобы понять, как они работают между собой. Я бы для второго блока, если это рейтинг лучших, что есть за апрель, я бы сделал бы все-таки нумерацию, потому что с ней куда проще считывать, как это работает. Дальше, обратите внимание, в третьем блоке у нас иногда бывают этапы, когда тебе нужно сравнить примерно. И вот для этого я всегда рекомендую все-таки отобрать больше информации, потому что должен быть всегда какой-то ориентир, сколько примерно, как и что. И вот в этом блоке дизайнер не учел, а стоило. А еще стоит учесть, что есть символ зеленый со стрелкой вверх и со стрелкой вниз, означающий плюс либо минус. И таким образом это задваивание. Не рекомендую так делать, потому что мы можем спокойно убрать либо одно, либо второе. Например, мы можем брать символы и с цветами сделать цифры. Либо наоборот, убрать условно плюс и минус и оставить только иконки. И так можно. Думаю, что с примером со стрелкой будет, может быть, чуть-чуть интереснее, потому что мы их уже используем этажом выше, когда сравним последний месяц. Поэтому в таком плане это будет чуть-чуть почище и лучше. На что еще стоит обратить внимание? Например, на доллары, как мы пишем. И если вы не знали, то все центы мы пишем точка и все, что после. Если мы хотим разделить тысячи, мы используем запятую. В этом плане мы видим, что внизу написано правильно, наверху написано чуть неправильно. Это сразу же выдает, что дизайнер не учел мелочи. Конечно, здесь можно использовать, в России мы используем пробелы, но здесь я все-таки рекомендую использовать запятые, это будет выглядеть более понятно и считываться куда проще. Например, вот так. А так, в целом, довольно приятно по стилистике референс. Он очень маленький, спокойный и простой. Но при этом есть эти маленькие улучшения, которые можно доделать, допинать, чтобы он был еще лучше. Что думаете? Второй реф. Это концепт. 100%. У него довольно прикольные формы, и они мне очень нравятся. Мне кажется, что мы его даже использовали в Дудо давным-давно, когда начинали рестайлинг. Здесь вы можете обратить внимание, что формы максимально разные и для аватара, который он используется и на первом, и на втором экране в блоках функциональных. Выглядит довольно свежо, интересно, и это, правда, может быть. Нечто подобное показывал Android в свое время. Обратите внимание, что наверху справа мы используем go back со стрелкой. Возможно, в прошлом референсе как раз в Details можно повторить нечто похожее, потому что он не сильно забирает внимание, но при этом он максимально понятно, на него хочется кликнуть за счет стрелки, этой движения, за счет стрелки хочется на нее кликнуть, и это, мне кажется, довольно аккуратное, изящное решение, которое не сильно перегружает интерфейс. На что стоит еще обратить внимание? Это, конечно, на отступы внутри блоков. Если вы знаете, что радиус скругления должен рифмоваться по-хорошему. Если мы очень близко к нему подходим. Например, слева можно обратить внимание, что с ним все вполне себе неплохо. При этом справа расстояние разное. Это очень сильно бросается в глаза. И в целом стоит учитывать это, чтобы все было максимально системно и понятно. Что еще стоит обратить внимание, что
Здесь у нас кнопка редактирования, здесь у нас push. Они, конечно, бы могли быть на разные, потому что это разные сущности, но по факту это одинаковая форма, и она лишь провоцирует нас, что все должно быть плюс-минус понятно, либо вот так абсолютно иначе, потому что если бы 23 мы бы перенесли ближе к телефону, то это бы считалось более понятно. А так, это правда бросается в глаза, это то, что стоит улучшить. Про рифмы на формах. Очень рекомендую обращать внимание, что если у вас есть разные блоки и у них есть скругления, то по-хорошему эти скругления должны совпадать для того, чтобы они, скажем так, рифмовались. Даже несмотря на то, что блоки могут быть разные размера, как, например, вот здесь. И это очень здорово, очень прикольно, несмотря даже на то, что круглая форма блока находится внутри. Ничего страшного, она просто в максимуме. При этом по краям это выглядит максимально системно, приятно, и это супер. Но вот этот блок, который справа, это то, что на самом деле чаще всего не надо делать, и дизайнеры очень часто ошибаются здесь. Но мне кажется, в текущем кейсе это оправданное решение, потому что эта кнопка «Создать», она здесь, наверное, является главной. Если это task приложение, то кнопка «Создать» является главной. И в этом плане они за счет такого решения, скругления максимального, пытаются обратить ваше внимание. Поэтому здесь так делать можно. И даже нужно. Но для других кейсов я бы так не стал бы делать. А так довольно приятно, свежие цвета, интересно, точно лайк и очень прикольная игра с формой. Можно забирать. И последнее, про что я забыл сказать, если вы используете одинаковые какие-то блоки, например, слева и справа у нас есть 6 сентября. Затем здесь 0, это уже другой вопрос, потому что в целом мы так не пишем, но в других странах я встречал такие кейсы. Вот. То при переходе, наверное, при скролле, должна быть понятна анимация, как это переходит. И здесь, кажется, это немножко лишнее справа. Потому что в целом это можно было спрятать внутри блока либо Morning Startup, либо, наверное, вытащить на самый верх. В идеале я бы, наверное, слева просто бы убрал бы 6 сентября и его попробовал затащить вниз на синий блок U-Tasks. Это было, наверное, более разумно. Тогда при переходе у нас оно бы продолжилось и спокойно бы перетекало. А сейчас это в разных местах. Зачем? Непонятно. Я Серега Микряков, Head of Design Dodo Brands IT. Ранее работал в ОКО, Яндексе и Дом.ру. На канале я смотрю дизайн и комментирую. Если нравится такой формат, ставь лайк, подписка и, конечно, комментарий. Обязательно поделись с друзьями, я проверю. Спасибо. И следующий реф — это очень прикольный концепт от довольно известной дизайн-студии. И это, правда, кайф. На что здесь стоит обратить внимание, в первую очередь, это на то, что хорошая работа с контентом. То, как это подобрано и используется. Например, тоже здание, как оно стоит прям по центру и создает такую некоторую пирамидку. Это работа с другим контентом. Вы можете видеть справа и работа непосредственно с одеждой. Это все то, что в первую очередь выделяется, и то, что стоит обратить внимание. Это, правда, супер кайф. Но при этом вот есть небольшая вот такая проблема, когда вот верхняя фотография аватарка, она такая создает этот блик оранжевый. И в этом плане нижняя аватарка, она на самом деле как будто бы продолжает ему по лицу. И в этом плане мы видим не 3 аватарки, а 2,5. И она еще режет, создает этот конфликт. Вот это на самом деле не очень можно было бы доделать, выбрать чуть иное, и было бы, мне кажется, чуть получше. Но, тем не менее, так может быть. Это просто обратил внимание. Что еще мне нравится здесь, это прием, когда он как будто склеивает. Я знаю, что в фигме это делать безумно сложно и неприятно, при этом в After Effects это делать очень просто за счет блюра и маски. Вот. Это прикольное ощущение, как будто, знаете, вы тянете за мармеладку, и вот она растягивается. И вот такие штуки, они очень клево работают в цифре. С ним можно взаимодействовать. И в целом нижнее меню выглядит очень симпатично, очень прикольно. При этом здесь нет няш-мяш. Здесь есть такая некоторая стилистика, немножко фэшна за счет контента. И это все очень классно уравновешивается. Вы можете обратить внимание, что на фотографиях,
где используются аватарки, разные отступы. На самом деле это нормальное решение по той причине, что по центру у нас блок в фокусе, и он как будто больше, а справа он меньше. И в целом я предполагаю, что поля здесь немножко спрятаны. То есть вот у фотографии справа мы обрезаем часть, и когда мы листаем, оно увеличивается. Поэтому вот такие штуки, они вполне себе оправданы. Это лучше, чем если наша бы фоточка бы ездила бы. Вот. Поэтому в данном кейсе, да, так может быть. Ничего в этом страшного нету. Как бы это хорошая работа с мелочами и с тем, как должен вести себя UI. Следующий реф. Какое-то банковское приложение. Здесь очень прикольная типографика и прикольные цвета. Поначалу мне этот бордер серый немножко бесил, эти все границы и так далее. Если обратить внимание, здесь разные скругления. Это тоже немного подбешивает, но в целом он выглядит довольно интересно. Здесь есть странные решения вот с этими иконками. Где-то иконки нормально отображаются, где-то они вот как будто бы символ поехало. Не знаю, вытащу за скобки, потому что в этой штуке я вижу довольно прикольную типографику, как она используется, и для меня этот реф в этом плане кайф. На что здесь стоит еще обратить внимание? Очень странно, что когда мы используем иконку для редактирования, здесь все выравнивается справа, а если она уходит влево, как будто бы надо описать что-то иное. Так лучше не делать, лучше повторить. В целом ничего в этом страшного нету. И в целом вопрос, зачем нам два карандаша, остается открытым. В плане кнопки загрузить я бы рекомендовал бы вообще сделать ее полноценную одной, все выровнять по центру и написать upload receipt, просто сделать кнопку единую, загрузить чек. Ничего в этом плохого не вижу. Мне не всегда нравится центральное выравнивание. Чаще всего оно дает слабину. Не хватает характера. И вот в этом кейсе, мне кажется, очень хорошо это заметно. Здесь еще очень странно, что 2 из 5, как будто это относится ко всему этому блоку. И если это так, то я бы на самом деле предложил бы немножко упростить. Сделать текст по левой выравнивание, потому что, видите, выглядит уже более стабильно, скажем так, и уверенно. И эту часть убрал бы вниз. Как обычно делают точки для того, чтобы понять, что эти все блоки можно скроллить. Ничего в этом плохого не вижу. Вот. И в этом плане он выглядит уже спокойнее. То, что внутри, точно надо выравнивать, потому что эта елочка вызывает лишь хаос. Это все дело аккуратно причесать. Тем более здесь, видите, используется и капслог, и выравнивание, и цена, и еще отдельная категория. Это все нужно максимально причесать, вот, и это будет сразу же еще лучше. При этом обратите внимание, что сам фон довольно приятный. Не знаю, мне этот вайб, в принципе, нравится. И то, как это работает с зелеными и оранжевыми цветами, довольно приятно. То, что еще не понял из предыдущего блока, это то, что здесь в 2 местах используется дата. Зачем? Непонятно. По-хорошему, если вы один раз это используете, пускай всегда будет в одном месте. Потому что вы создаете шум, это все всегда плохо. По вайбу, не знаю, повторюсь, мне он очень нравится. И последнее, что вообще бесит, это категория, которая как будто похожа на кнопку, она еще рядом с кнопкой, ее точно нужно либо поменять цвет, упростить, либо поднять, что как обычно это делают. И в этом плане хочется, конечно, полностью трансформировать этот блок. Поэтому не обращайте внимания, это можно улучшить. Давайте дальше. Очень эмоциональные ящики впереди. На что стоит обратить внимание, что они по-разному стилизированы. Это всегда кайф. Обожаю. Почему все остальные не такие? Другой вопрос. Но в целом прикольно, что какие-то вещи схаваю. Есть какие-то вещи, которые очень похожи, мне дико нравятся. Это кайф. Сразу же видно, что дизайнер был ленивый, не хотел, и все, когда цифры одинаковые, все видно. На самом деле то, что бросается, что делал не сеньор, а скорее всего джун, либо мидл. Я всегда обращаю внимание на такие вещи, потому что это любовь к деталям. Что еще есть? На правом экране вы видите, что верхний блок по левому краю, все остальное по центру, и есть текст, который вот непонятно, почему он здесь, потому что по факту его можно было разместить внизу. Если бы это были какие-то там рекомендации, 5-10, ничего там плохого бы не было, потому что ты бы мог спокойно либо там поскроллить, либо сразу же нажать, и все. И это так чаще делает Apple, если обратите внимание, когда он дает там историю, когда он пишет текст про подписку, про какие-то условия и так далее. Но если этот текст в первую очередь информационный, то, конечно, бы его лучше разместить также по левому краю, наверху, около текста, и увеличить блок с тем, что ты получаешь. И тогда это сразу же выглядит куда лучше. И обязательно сократить текст. Не больше 2-3 строчек, а обязательно. Это просто кайф.
Здесь одна маленькая деталь, которую я в восторге. Я об этом давно мечтаю. Все банки почему-то не хотят этого делать. Зацените. Это история с тем, что он показывает относительно прошлого месяца, как у меня дела. Это то, что вполне себе бери и делай. Это просто кайф. То есть ты, в принципе, знаешь всю историю, так подскажи мне просто. Вот сейчас я получил, не знаю, там, зарплату, и относительно прошлого у тебя вообще все зашибись. Либо наоборот, чувак, нужно поспокойней. Ты очень много потратил, и обычно у тебя денег чуть больше. И мне кажется, это супер классная, важная вещь. То, что обязан делать банк. На что стоит обратить внимание, это работа с контрастом. Обратите внимание, что знак доллара немножко притушен, потому что он не такой обязательный. Посмотрите, как работает с запятой и точкой, про то, что мы говорили раньше, и то, что есть иконка, которая аккуратно потушена, потому что при клике, наверное, вы сможете спрятать ваш счет. И я считаю, что это довольно аккуратно. По всем остальным блокам максимально все спокойно, несмотря на то, что цвет очень, знаете, такой опасный в плане того, что с ним всегда можно ошибиться и получится говно. В данном кейсе все очень чисто, хорошо, спокойно, и это прикольно. То есть вот такой цветовой контраст очень приятный, это точно лайк. Следующий реф у нас про американский футбол, судя по иконке. На что стоит обратить внимание? Во-первых, то, что он суперсистемный, но при этом ребята взяли, наложили два градиента, наверное, они взяли из иконок и аккуратно подложили вниз. Это выглядит максимально просто, максимально понятно, создает небольшую ауру. Кайф. На что стоит еще обратить внимание, это вот игра с мелочами. Вот этот американский футбол, маленькая иконочка, аккуратно стоит, чистая, просто кайф. Вот. На круассан не похоже, хотя можно так и подумать. Что здесь мне не нравится, это то, что сейчас видно, что выбран как будто play-by-play, судя по белому цвету. При этом внизу есть выделение активного пункта, и вот этот цвет, он на самом деле, кажется, все портит. Его точно можно бы сильнее приглушить, и это бы выглядело более фокусно. То есть здесь работа с контрастом вот этим, она немножко как будто бы слабая. Это можно улучшить, и ничего плохого в этом бы не было. Тем не менее, вот можно было добавить сюда подчеркивание, чем заливку, потому что цвет темный, и в целом это смотрелось бы даже неплохо. Дальше мы идем в реф, связан, наверное, с календарем, с событием. Тут его два стейта. Наверху мы видим стейт закрытый, внизу мы видим открытый. По цветам, по текстам, по выравниванию, по всему остальному в целом лайк, довольно чисто понятно. Но на что я бы обратил внимание, что можно было бы улучшить. Во-первых, история с этой кнопкой. Она занимает очень много места, она создает дополнительный шум. Внизу в дескрипшене мы видим, что похожая иконка выглядит максимально спокойно. Здесь я бы тоже предложил, потому что за счет того, что у вас есть аватары ваших коллег, она будет обращать внимание. Тем более, по факту на всю область при нажатии надо сделать так, чтобы она открывалась. А значит, мы ее можем спокойно убрать, поближе поставить ребят, и это бы выглядело уже почище, поинтереснее. Что еще можно сделать? Это то, что в двух местах мы повторяем опять. Мне это бесит, это очень странно. Я бы это, конечно, все поженил бы, потому что хочется убрать сверху. Кстати, про иконку значка стрелки вверх тоже упростить. И вот этих ребят либо разместить его на сером фоне, либо разместить на белом, но чтобы они переезжали. Потому что, кажется, так проще всего. Заголовок я убрал, потому что если у вас никого нету, то кнопка плюсика должна написать, добавить пригласить новых коллег. Вот. Поэтому, когда они уже есть, и так понятно, кто это. Поэтому здесь заголовок кажется лишним, его можно смело опустить, ничего страшного в этом нету. Я думаю, что все люди думают, понимают, и так интерфейс становится чуть-чуть проще. На что стоит обратить внимание еще? То, что мне не понравилось, то, что у кнопки есть этот бордер, странный цвет. То есть понятно, что дизайнер хотел создать контраст. Вот. Но кажется, если вы делаете контраст, вы не останавливаетесь на полумере, докручиваете, не ссыте. Это вполне нормально. Поэтому лучше всего сделать нормальный контраст, и тогда все будет окей. Ну и последнее. Обратите внимание, как стоят 3 точки внизу справа. Вот кажется, что они очень сильно прибиты справа. Если попробовать выровнять по тем стрелкам, что есть, да. Но не забывайте, что у всех этих иконок есть вот этот квадрат, внутри которого они находятся. Это супер важно. И в этом блоке я бы просто 3 точки сместил бы влево
и сразу же бы создал бы эту гармонию. Вот. А так, в целом, прикольно. Да, работали. Что думаете? Пишите в комментариях. Следующий реф. Здесь на самом деле больше игра с цветом и с контентом, но тем не менее отдельно хочу отметить, как ребята нашли эту типографику, как ребята сделали логотип, который мне очень нравится, как выглядят буквы S и U. Это кайф. Это правда кайф. Жаль, что во всех остальном и этого нету. Ну, что поделать. Обратите внимание, очень прикольный трюк. Взяли одну и ту же фотографию, повторили, разложили на фоне, и как бы вот если я бы вам не сказал, вы бы, может быть, даже и не заметили. Очень простой прием, нравится. Как бы для каких-нибудь заглушек логинов самое то. На что стоит еще обратить внимание, что можно полечить. Во-первых, это история с тем, как пишется внизу. Есть лейбл, и есть та цифра, либо цифры, которые меняются. На самом деле это очень всегда странно, потому что в целом для первого раза это окей. То есть ты видишь какой-то символ, ты понимаешь его расшифровку, ты видишь значение, которое стоит. Я бы больше бы топил, что был бы символ, было бы вот это значение 4 либо 634 и потом уже описание. Потому что в целом в будущем вот это описание, там value либо guest list sports можно было бы опустить, убрать. Люди бы и так бы уже понимали, как это сделано наверху с иконкой подарка и с цифрой. Это нормально. Этот шум, который вполне себе не надо, он лишь ухудшает, поэтому брысь. Забавно, что здесь мы используем значок маги, который, возможно, про AI, хотя значение value. Если вы смотрели прошлый выпуск, то я разбирал у Gemini похожий кейс, и только это работает в Spotify. Не сразу же я увидел историю с обратным отчетом. Маркетинг это использует для того, чтобы обратить внимание. Типа ты упустишь выгоду. И странно, то есть, несмотря на то, что это чисто, здесь точно ему не место. Я бы лучше это бы размещал бы внизу, где у нас есть все остальное, либо делал какую-то дополнительную подложку, эффект другой, который бы позволил бы обратить внимание. Сейчас это, конечно, очень аккуратно, элегантно, а прям довольно грязный, поэтому если вы любите грязь, выкручивайте по максимуму. Ну и отдельно отметить еще раз про контент. Здесь контент прикольный, он очень хорошо подобран. Все работает вместе. В жизни так не бывает, но для того, чтобы продать дизайн, продать какое-то решение, вполне себе окей. Тем более сейчас, если это какая-то социальная сеть, то в целом вы всегда можете иметь с помощью AI какие-то доработки. И последний, 10-й пример, он опять будет про спорт. Это точно мега плюс. Очень хорошо работает брендинг. Чувак с кепкой S, везде есть иконки, они чуть проще, и они хорошо работают. И маленькие, и чуть побольше. В целом, это вот правда кайф. Очень хороший пример, как использовать синий цвет, чтобы было не тошно. Отдельно мне нравится, когда идет работа с названием, с 2 строчками. Это кайф. Потому что вот вообще в целом вот эта композиция, она довольно хорошая. Но есть маленький минус, что как будто бы расстояние между ними, здоровое. То есть если бы мы взяли бы это бы поженили бы, как вы видите слева, мне кажется, это чуть лучше, чем справа. Потому что справа, очень много воздуха, как будто бы про что-то иное. А вместе это как-то вот сразу же вызывает общую композицию. Поэтому в целом, не знаю, мне нравится левый больше. Если вам тоже напишите в комментарии, и если нет, давайте. На что стоит еще обратить внимание? Что в целом справа все очень аккуратно, то есть это такой чат, сделано все аккуратненько, и когда есть коуч, либо какой-то, видимо, пушинг, сразу же выделяется очень приятно, спокойно, все очень гармонично, дополнительный блюр усиливается, там видно есть какая-то подложка в виде какого-то цветового сигнала, и это выглядит очень чисто, и, знаете, не сильно бросается в глаза, но не знаю, мне прям по кайфу. Хорошо работает история с фоном и то, куда это уходит. Слева наверху мы видим небольшой синий цвет, приятная работа. Внизу мы видим уход в градиент, чтобы там можно еще что-то пролистать. И справа мы видим, как оно уходит наверх. То есть все эти мелочи очень круто проработаны, очень чисто, очень приятно. И знаете, всегда сложно сделать простые вещи максимально чисто и понятными. Это всегда очень большая работа, всегда сложно. Ну а так, не знаю, мне по кайфу. Что думаете? И, конечно же, ребята написали не просто цифры, а добавили такие, знаете, лейблы, которые выделяются, что есть первые 3 места. Это очень-очень прикольно. Я бы это также переиспользовал для примера, который был в самом начале, когда мы смотрели дашборд, потому что нечто похожее всегда можно аккуратно добавить, они не сильно бросаются в глаза, но ты видишь сразу же, что это какой-то рейтинг, то есть это не просто список, это рейтинг.
Это, мне кажется, очень-очень важно. А еще обратите внимание, как здесь работает контент. Все обновлено, все понятно, все разное. Это плюс. Они схитрили, использовали ребят этих эмоджиков, или там анимоджи разные. Да, так тоже можно, ничего страшного, но зато весь контент, он максимально актуальный. Это супер кайф. Ребятам респект. На этом у нас все. Спасибо большое. Подписывайтесь, ставьте лайк, мне очень будет приятно. И увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Чао!